Сердце ребенка останавливается посреди ночи, врачи спешат, звучат сигналы тревоги, но ничто не помогает. Когда команда начинает терять надежду, золотистый ретривер подходит вперед, тихо подходя к колыбели. В месте, где господствует наука, этот пес собирается оспорить все, что они знали. Это была тихая ночь в больнице Святого Андрея. Медсестры и врачи занимались своими делами. Пациенты смотрели на экраны, но среди спокойствия что-то шевелилось. Золотистый ретривер по кличке Макс целеустремленно прошел через автоматические двери больницы, незамеченный. Его золотистая шерсть переливалась под ярким флуоресцентным светом, его мягкие коричневые глаза были полны сосредоточенности. Никто не ставил под сомнение его присутствие, возможно, полагая, что он терапевтическая собака или, может быть, бродячая собака, которая заблудилась слишком далеко от дома. Но Макс не бродил без цели. Его движения были точными, как будто он точно знал, куда ему нужно идти. Он шел по стерильным коридорам, его когти тихо щелкали по полу. Уставшая после смены медсестра заметила его, но ничего не сказала, только тихо вздохнула. Макс продолжал неотвратимо двигаться к своей цели, к отделению интенсивной терапии новорожденных, где маленькие жизни цеплялись за машины, борясь за каждый вдох. В одной из стеклянных камер лежал ребенок, хрупкий и неподвижный. Трубки и провода соединяли его маленькое тело с машинами, которые поддерживали его жизнь. Глаза Макса смягчились, когда он смотрел сквозь окно. Он толкнул дверь носом и незаметно вошел внутрь, двигаясь так осторожно, что это казалось намеренным. Макс устроился рядом с кроваткой ребенка, свернувшись как можно ближе к оборудованию. Ритмичное пищание монитора сердечного ритма ребенка слегка смягчилось, почти незаметно. Загадка углублялась, почему Макс здесь, как он узнал, что прийти, и почему его присутствие казалось успокаивающим ребенка. Пока часы тянулись, медсестры продолжали свои раунды, не зная о тихой связи, которая формировалась в палате интенсивной терапии. Сердечный ритм ребенка, ранее нерегулярный, стабилизировался, машины стабильно пищали, сигнализируя о малых, но заметных улучшениях. Вне палаты интенсивной терапии медсестра Эмили глубоко вздохнула, потирая глаза. Это была долгая смена, и она была усталой эмоционально и физически. Она провела последние несколько месяцев, ухаживая за этим хрупким младенцем, бессильно наблюдая, как состояние ребенка колеблется между моментами надежды и отчаяния. Но этой ночью было что-то иное. Что-то в воздухе казалось более светлым, менее угнетающим. Она опиралась на стойку медсестры, и мысль потянула ее назад. Что-то было не так. Она встала, решив проверить ребенка еще раз перед окончанием смены. Эмили вошла в палату интенсивной терапии, и ее взгляд сразу уже упал на золотистую фигуру, свернувшуюся рядом с кроваткой. Она моргнула удивленная. Там, мирно лежащий рядом с ребенком, был Макс, ретривер, которого она видела ранее. Сначала ее инстинкт был прогнать его, вызвать охрану и удалить его из стерильной среды, но что-то удержало ее. Жизненные показатели ребенка были стабильны впервые за несколько дней. Осознание поразило ее сильно. Было ли это просто совпадением, или собака каким-то образом помогала? В воспоминании из ее прошлого мелькнуло в ее уме. Ее собственный ребенок, теперь подросток, тоже был когда-то в палате интенсивной терапии. В те отчаянные моменты она верила во все, что предлагало лучик надежды, даже в тихое присутствие собаки. Отряхнув мысль, она осторожно подошла к кроватке. Макс поднял голову, когда Эмили подошла ближе. Его глаза были спокойны и устойчивы. Он не причинял вреда. На самом деле ребенок казался лучше, более спокойным.
Сердце Эмили сжалось от внезапного потока эмоций: надежда, недоверие и тревожное чувство удивления. Она опустилась на колени рядом с кроваткой, осторожно коснулась руки ребенка. Маленькие пальцы дернулись под ее прикосновением, и Эмили застыла в горле. Это была необычная собака, и это была необычная ночь. Не понимая почему, Эмили позволила Максу остаться. Что-то в нем казалось правильным, как будто он принадлежал здесь, в этот момент, рядом с этим ребенком. Она встала, взглянув еще раз на монитор сердечного ритма, который теперь бил с успокаивающей регулярностью. Что бы ни происходило, это было нечто, что она не могла объяснить, пока не сейчас. Как ночь продолжалась, Эмили оставалась рядом. Ее взгляд переключался между спящей собакой и хрупким младенцем. Какая связь существовала между ними, она не знала, но впервые за несколько недель в ее груди вспыхнула искра надежды. Эмили не могла избавиться от ощущения, что происходило что-то, выходящее за пределы ее понимания. То, как Макс появился в больнице, незамеченный персоналом, проскользнув в палату интенсивной терапии, как будто он принадлежал туда, было слишком странным, чтобы игнорировать. Она оперлась о окно, глядя на городские огни внизу. Ум ее был полон мыслей, колеблющихся между логикой и интуицией. Ее взгляд вернулся к ребенку, чье состояние было таким хрупким. Сколько раз она стояла бессильно, наблюдая, как машины делали все возможное, чтобы поддерживать жизнь ребенка. Но сегодня ночью что-то чувствовалось иначе. Было ли это присутствие собаки? Могло ли такое быть возможным? Мысли Эмили возвращались к своему собственному прошлому, воспоминаниям, которые она не позволяла себе вспоминать годами. Годы назад Эмили была в похожей ситуации. Ее собственный сын лежал в больничной кровати, цепляясь за жизнь после тяжелого приступа астмы. Страх, бессилие были всеобъемлющими. Она помнила, как сидела рядом с ним, молясь за что угодно, что могло бы сделать его лучше. В те моменты отчаяние. Она была готова верить в чудеса. И ее сын выжил, но эмоциональные шрамы тех ночей так и не зажили полностью. Эмили посмотрела на Макса, который теперь мягко опустил голову на лапы, и его глаза время от времени открывались, чтобы проверить ребенка. Спокойствие и его поведение казалось почти сюрреалистичным. Эмили опустилась на колени рядом с ним, осторожно положив руку ему на спину. Теплота его шерсти под пальцами на мгновение укрепила ее. Ей сейчас не нужны были ответы, только доверие к своим инстинктам, которые подсказывали ей позволить Максу остаться. Персонал больницы, хоть и был скептичен, начал привыкать к присутствию Макса. Сначала были шепотки о том, что собака забредает в запрещенной зоне, и некоторые врачи выразили обеспокоенность. Однако Эмили тихо заступилась за него, предполагая, что, возможно, его присутствие положительно влияет на выздоровление ребенка. Персонал, изначально колебавшийся, заметил постепенное улучшение состояния ребенка и неохотно согласился позволить Максу остаться, по крайней мере, пока. С течением дней между Эмили и Максом складывались странные, но невысказанные отношения. Это было не просто тихое сопровождение медсестры и собаки, это было что-то глубже. Каждую ночь Эмили ждала встречи с Максом, а она сидела рядом с ним, иногда разговаривая тихими тонами о своем дне, иногда просто опираясь головой на край кроватки ребенка, когда вес мира временно снимался благодаря тихому присутствию собаки. Верность Макса никогда не колебалась. Он оставался рядом с ребенком, не уходя далеко от кроватки, и по мере того, как Эмили становилась ближе к собаке, она не могла не заметить тонкие изменения в своих собственных эмоциях. Горе, которое она долго носила из-за почти смертельного опыта своего сына, казалось, утихало в присутствии Макса. Спокойствие, которое он излучал,
было заразительным, принося ей чувство мира, которого она не испытывала годами. Их взаимодействие стало тихим ритуалом. Каждую ночь Эмили проверяла состояние ребенка, убеждаясь, что все стабильно, прежде чем садиться рядом с Максом, и каждую ночь Макс поднимал голову, наблюдая за ней теми мягкими, знающими глазами, как будто он понимал ее так, как никто другой не мог. В эти тихие моменты больница становилась больше, чем просто стерильное место. Это становилось местом, где могли формироваться маловероятные связи, где собака могла изменить все, не произнеся ни слова. Хотя никто не мог объяснить прогресс ребенка, Эмили знала, что Макс как-то связан с этим. Он был не просто собакой. Он был спасательным кругом, и она больше не была готова отпускать его. Когда дни превратились в недели, Макс стал постоянным участником в отделении интенсивной терапии. Тихая защита Эмили и его присутствие удерживало его там, но ситуация становилась все более сложной. Больница была не место для бездомной собаки, и в конце концов администрация обратила на это внимание. Доктор Харрис, старший врач, известный своим строгим соблюдением протоколов, был первым, кто официально оспорил присутствие Макса. «Это больница, а не питомник», — сказал доктор Харрис однажды днем. Его голос был резким, когда он столкнулся с Эмили в комнате отдыха. «Я слышал истории, но мы не можем основывать медицинские решения на суевериях или сентиментальности». Эмили напряглась, чувствуя вес своей ответственности как перед больницей, так и перед ребенком. Она понимала перспективу доктора Харриса. В конце концов, больницы работают на данных и правилах, но Макс был другим. Она не могла объяснить это, но она знала в глубине души, что его присутствие связано с выживанием ребенка. Каждый раз, когда Макс был у кроватки, состояние ребенка стабилизировалось. Каждый раз, когда он уходил, мониторы показывали признаки беспокойства. «Вы видели графики?» Доктор Харрис ответила Эмили, сохраняя спокойный, но умоляющий голос. «Вы знаете, что ребенок улучшается, и Макс – часть этого. Мы не можем игнорировать это». Доктор Харрис скрестил руки, оставаясь неподвижным. «Нет доказательств того, что собака может исцелять пациента. Мы убираем его сегодня. Конец обсуждения». Сердце Эмили ушло в пятки. Она понимала, что больница связана правилами, но это уже было не только вопросом протоколов. Речь шла о жизни и смерти, о невидимых связях, выходящих за рамки медицинских учебников. Когда доктор Харрис ушел, Эмили села, охваченная чувством беспомощности. Макс был ее последней надеждой для ребенка, и теперь эта надежда ускользала. День, когда Макса должны были убрать из больницы, был напряженным. Эмили пришла рано, пытаясь оставаться профессиональной, но ее руки тряслись, когда она работала. Она не находила в себе смелости рассказать о судьбе Макса кому-либо, но здоровье ребенка снова ухудшалось, и тревога в отделении интенсивной терапии была ощутимой. Машины, которые дни были стабильными, теперь издавали неровные сигналы, предвещающие беду, которую никто не мог игнорировать. Эмили пошла проверить ребенка в последний раз, прежде чем Макса уведут, и, подойдя к кроватке, она увидела, что Макс уже там, лежит неподвижно, его глаза прикованы к ребенку. Он, казалось, чувствовал, что происходит, и Эмили разрывало сердце при мысли о том, что его выгонят. Вдруг монитор сердечного ритма ребенка издал резкий непрерывный сигнал асистолия. Комната наполнилась тревогой, медсестры вбежали, но сцена замерла, когда Эмили стояла и смотрела, как Макс поднялся со своего места, подошел к кроватке и мягко коснулся носом маленькой руки ребенка. Затем, как будто под воздействием невидимой силы, монитор вновь заработал, медленно, устойчиво возвращаясь к норме пульс ребенка. Комната замерла в тишине. Эмили задержала дыхание, не веря своим глазам.
Персонал обменялся ошеломленными взглядами. Их медицинская подготовка не могла объяснить, что только что произошло. Доктор Харрис, пришедший, чтобы контролировать удаление Макса, стоял в дверях, как вкопанный. Его скепсис был потрясен, но он все еще не был убежден. «Мы не можем оставить его здесь на основании этого», – бормотал доктор Харрис, хотя его голос потерял обычную твердость. Но Эмили знала, что это не совпадение. Что-то большее было в игре, чего никто из них полностью не мог постичь. Когда Макс снова сидел у кроватки, спокойный и неподвижный, Эмили поняла, что собака была не просто посетителем. Он был частью борьбы ребенка за выживание, и его удаление теперь могло означать конец для обоих. Наступил переломный момент. Эмили должна была принять решение, и быстро. Напряжение в отделении интенсивной терапии было настолько сильным, что его можно было разрезать ножом. Макс спокойно сидел у кроватки ребенка, но остальной персонал был далек от спокойствия. Доктор Харрис уже вызвал охрану, и сердце Эмили колотилось в груди, когда она смотрела на дверь, опасаясь момента их прибытия, чтобы забрать Макса. «Мы должны действовать сейчас», – строго сказал доктор Харрис. «Это не может продолжаться дольше». Эмили ощущала вес его слов, но не могла себе позволить с ними согласиться. Ее разум работал быстро, когда она смотрела на Макса, который все еще тихо наблюдал за ребенком. Она знала, что если Макс уйдет, состояние ребенка снова ухудшится. Все в ее сердце говорило ей, что присутствие Макса жизненно важно, что это что-то большее, чем наука или разум. Когда охрана прибыла к двери, Эмили приняла свое решение. Она не могла позволить этому случиться. С всплеском решимости она подбежала к Максу и опустилась на колени рядом с ним, своим телом создавая барьер между собакой и охранниками. «Пожалуйста, не делайте этого», – умоляла она. Голос ее дрожал. «Вы все видели прогресс ребенка. Это настоящее. Мне все равно, нет ли научного объяснения. Макс помогает. Вы не можете его забрать». Комната затихла. Лицо доктора Харриса на мгновение смягчилось, но он оставался непреклонным. «У нас есть правила, Эмили. Это не предмет для обсуждения». Эмили посмотрела на него. Глаза ее наполнились слезами. «Тогда я беру полную ответственность», — сказала она. Голос ее теперь был уверенным. «Если что-то пойдет не так, это будет на мне. Но я не могу стоять в стороне и смотреть, как умирает этот ребенок, когда я знаю, что Макс – причина того, что он все еще жив». Долгое время никто не двигался. Наконец, доктор Харрис вздохнул, потирая во фрустрации виски. «Еще одна ночь», – пробормотал он. «Но это твоя ответственность». Облегчение накрыло Эмили, когда она обняла Макса, шепча тихое «спасибо». Ночь тянулась медленно, каждая минута растягивалась, казалось, на часы. Эмили оставалась у кроватки, наблюдая за показателями жизнедеятельности ребенка, которые оставались стабильными, пока Макс тихо лежал рядом. Напряжение, царившее ранее в день, сохранялось, но теперь здесь появился проблеск надежды, которого раньше не было. К утру произошло нечто необыкновенное. Ребенок, состояние которого долгое время было критическим, впервые открыл глаза. Эмили охнула, сердце ее замерло. Она вызвала врачей, и они вбежали, глядя в недоумение, как ребенок медленно моргал, его маленькая грудь поднималась и опускалась в устойчивом ритме. Макс оставался у ребенка, спокойный, как всегда, но Эмили чувствовала изменения и в нем. Казалось, он знал, что его работа выполнена. Ребенок был вне опасности. Врачи проводили свои тесты, перебирая все возможные объяснения, но ни одно из их медицинских знаний не могло полностью объяснить внезапное улучшение состояния ребенка. Доктор Харрис, ранее скептически настроенный, стоял молча, глядя на ребенка. В его выражении промелькнуло легкое удивление. Он ничего не сказал,
но тяжесть его сомнений, казалось, уменьшилась. Через несколько дней ребенка перевели из отделения интенсивной терапии, и его состояние уже не было критическим. Макс, чувствуя изменения, мягко поднялся с места у кроватки. Он коснулся руки Эмили в последний раз, прежде чем тихо ушел из комнаты. Его задача была выполнена. Эмили смотрела ему вслед, чувствуя смесь благодарности и печали. Она никогда не понимала, что именно произошло, и, возможно, никогда бы не поняла, но одно было точно. Макс был рядом, когда это было важнее всего, предлагая вид исцеления, который выходил за рамки медицины. Когда больница вернулась к своему обычному ритму, Эмили размышляла о событиях последних недель. Связь между Максом и ребенком, хотя и необъяснимая, была реальной.